Extra Cards — это коллекционный бот карточек, который позволит вам погрузиться во вселенные магической битвы, а также других популярных тайтлов, которые вы сейчас видите на экране. В Extra Cards у вас точно получится воскресить Годжа и выступить в финальной битве против Короля Проклятий. Ну или же вы встанете на сторону Сукуны и укрепите свое звание сильнейшего шамана в истории. Также от меня вам будет доступен промокод, который даст тебе уверенный старт и множество бонусов в начале твоего пути. Врывайся в игру, побеждай других игроков, получай в свою коллекцию самые крутые карты и взберись в топ сильнейших шаманов этой эпохи. Ссылку с промокодом ты найдешь в описании, так и закрепленном комментарии. Битва территорий. Тактика Юты для уничтожения Двуликого. Но удастся ли Акоцу реализовать весь потенциал тела Годжо? Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манхва вы сможете на rimanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. К этому моменту стали известны первые результаты четвертого опроса популярности персонажей магической битвы. И кто бы мог себе представить, Сатору Годжо занимает первое место. На втором у нас расположился главный герой Итадори Юдзи, и к моему удивлению, третье место забрал Фушигура Мегуми. Честно сказать, я ожидал увидеть в первой тройке Сукуну, ибо фанатов у него много. Что ж, возможно, он занял место в пятерке, но на момент создания этого ролика остальные результаты опроса пока неизвестны. Хоть Акутами Гэга сейчас чувствует себя нехорошо, но он все равно порадовал нас артом на обложке журнала Weekly Shonen Jump, а также цветным разворотом с Королем Проклятий и Ютой Акоцу в теле Годжо. Ну и на закуску анонсировали обложку и дату выхода 27-го тома манги Магической битвы с Такабой, релиз которого запланирован на 4 июля. Теперь же давайте перейдем к повествованию. Столкнувшись в противостоянии, двое сильнейших активируют расширение территории, после чего Юта тут же применяет опыт Годжа и сжимает свой барьер до невероятно малого размера, тем самым значительно повышая его прочность. А получилось у него все это благодаря тренировкам по обмену душами Уй-Уй. Акоцу, поменявшись душами с Сатору, смог улучшить свои барьерные техники, благодаря чему ему и удалось сжать свою территорию, создав малый барьер, который является контрмерой домену Двуликого, позволяя нивелировать эффект гарантированного попадания демонической гробницы противника. А так как Сукуна был сильно изнеможден после всех предыдущих сражений, еще и Юдзи успел его надамажить в конце, Юта утверждает, что ему удастся так же как и Годжа продержать свое расширение территории до 3 минут. И за это отведенное время он намеревался нанести столько урона, что Двуликий не сможет больше поддерживать свою территорию. Однако Сукуна предвкусил такой поворот событий и намеренно сузил радиус поражения своего домена до окружения барьера оппонента. Тем самым он избавился от ограничения существования в 99 секунд, собираясь расправиться с безграничной пустотой Юты даже до истечения 3 минут, после чего он сможет вновь увеличить радиус поражения демонической гробницы, уничтожив всех шаманов, стоящих сейчас у него на пути. После активации территории Акоцу атакует первым и, используя синий, притягивает к себе противника. Однако Сукуна, используя этот импульс, моментально сокращает дистанцию и тут же прерывает оппонента и, захватив руку своими отсеченными конечностями, начал серию кулачных атак. Юта был шокирован, что Король Проклятий смог пронзить его бесконечность, используя растяжение территории при все еще активной демонической гробнице. Хотя по идее Акоцу должен был знать об этом, ибо хоть Рёмин и говорит, что шаманы не смогут узнать о том, что находится за пределами барьера домена, но так момент, когда Двуликий раскрывал эти карты, был вне территории. Так что удивительно, что Юта забыл об этом. Новый Годжо рассчитывал, что сможет нанести приличный урон в течение 3 минут своего активного РТ, чтобы разрушить
разрушить территорию противника. Вот только в буквально считанные секунды Сукуна переворачивает его планы с ног на голову. И тут пока не помогает даже тело Сатору. Ибо, как я понял, Юти недоступен тот опыт, который имел его сенсей, и сейчас он использует только те техники и возможности Годжа, которые он знает. Возможно, это его предел, который не позволил ему полностью скопировать свойства техники Киндзяку. Однако далее Гага обращает наше внимание на панель с плачущей Рикой, говоря, что она полностью проявилась. И походу нынешняя обстановка вскоре изменится в пользу Юты. Хотя, возможно, Сукуна и против этого найдет решение. Ведь в последнее время он просто мастерски жонглирует связующими клятвами, активируя техники даже после их выгорания. Так что посмотрим, что нам покажет следующая глава. Но сейчас мне также очень интересно, что же все-таки произойдет после истечения 5 минут действия скопированной техники Юты. Ведь у него, помимо угрозы от Сукуны, есть одна из вероятностей просто умереть от того, что действие скопированной техники Кена просто перестанет работать. Ну или же он навсегда останется в теле Годжа, возможности которого он пока так и не смог полностью раскрыть. Что ж, на этом глава заканчивается. Получилась она короткой, но это связано из-за того, что Гага заболел, в связи с чем магичка уйдет на 2-недельный перерыв. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.